5 ноября, утро. На какой смотровой площадке я ночевал. А вон замок отсюда виден. Кстати, замок Химеджи, также известный как замок Белой Цапли, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был основан в 1333 году, хотя позже частично перестраивался. Так что почти все нынешние сооружения были построены где-то к 1618 году. А парк Кейфукуджи, где я сейчас нахожусь, официально входит в топ-10 точек с лучшим видом на замок Химеджи. Здесь даже установлена соответствующая табличка. Очень подозрительно тихое место. Сюда никто не забирается. Судя по зарослям, как все это выглядит. Я так понял, там когда-то был проход, но он зарос капитально. А зайти можно вон только оттуда. Надо сначала подняться на крутой склон, а потом спуститься чуть-чуть. Ну, вот так, немножко. Рассвет, ё-моё. 12 градусов термометр показывает. 12,5, если быть точным. Пельмени еще остались. Сейчас их доварю и поеду на Окаяму. До Окаямы там что-то в районе 100 километров. Уж не знаю, сегодня ли доеду. Может и нет. Но не обязательно. Там видно будет. Все, стартую вот с этого заброшенного места. Сейчас покажу, какая дорожка сюда ведет. Такая дорожка сюда ведет. На велике я спускаться по ней не буду. Лучше пешочком пройду. Пожалею колодки тормозные. И обода, что тоже немаловажно. Они тоже изнашиваются. Все, погнали на Окаяму. В сторону Окаямы, по крайней мере. Доеду ли сегодня, не знаю. Вероятно, что нет. Но это и не важно. Главное ехать. Когда-нибудь доеду. С одной стороны, хорошо, что есть такая вот дорога. Здесь выделенная полоса для велосипедов. Все синим покрашено. Едь быстро, удобно. С другой стороны, вот как бы оно ни было хорошо, а все равно ты будешь стоять. И так, ну, если не на каждом перекрестке, то уж через один точно. Стоять, стоять. Хотя мог бы ехать. Но будем стоять. Про какую тут скорость среднюю можно говорить? Едешь, едешь, вкручиваешь, потом стоишь. Ну, поехали. До следующего такого. Что, стоим, да, стоялого. А как еще? Вот и езди по городам крупным и не очень. Надо направо уходить. Хорошо. Что у нас там? Чисто. Погнали. Такие дороги получше. Надо дать грузовику проехать. А то он бедный там будет за мной тащиться. И это тоже. Они объезжают подальше. Получается, что едешь вот так, по такой полосе, а сзади вот такой уже колонна целая тащится. И тащится, тащится. Но все молчат, никто не сигналит, ничего. Молча, терпеливо. Потом уже когда заметишь, съедешь в сторонку, начинают аккуратненько объезжать. У нас бы так не ехали. У нас бы или по встречке обходили, или в притирку вплотную там. А эти осторожные.
может, еще и вежливые японцы. Не, ну бывает там, когда тоже там близко гоняют очень, но таких редко. Так в основном вот такое. А у них еще машинки тихенькие, гибридные эти. Он подкрадется, едет сзади тихо-тихо, его не слышно. Надо постоянно назад смотреть. Ну, когда увижу, тогда прижимаюсь куда-нибудь, чтобы им проехать была возможность. А то всю Японию остановлю. Такое тоже бывает. Встретил сразу двух японских велотуристок. У них есть YouTube, Instagram, так что, может быть, покажу ссылочку потом. Arigatou gozaimasu. Good luck! С 10 марта по 21 декабря за 287 дней они проехали на велосипедах все 47 префектур Японии. Как оказалось, они не просто велопутешественницы, а еще и музыканты. Исполняют и записывают разные музыкальные клипы. Ну, у них на канале их много. Если кому интересно, ссылочку в описании оставлю. По дороге, по которой меня вел навигатор, оказывается, нельзя проехать. Там какое-то предприятие нарисовалось. Стоит мужик на КПП и не пускает. Короче, надо карту править. Поехал чуть-чуть другой дорогой. Но тут тоже неплохо. Особо трафика нет. Туннель даже есть. Правда, пришлось метров 50 высоты набрать. Не знаю, 50, не 50, но попотеть пришлось. Запас высоты используем размен на скорость. Смотри, какая там добыча какого-то этого горной породы ведется. Там какое-то краны, что-то, порт, что ли, какой. Корабли стоят. Наверное, они горнодобычей занимаются тут. Мост, а за ним тоннель. Так. Вышли на свет из тоннеля. Что там у нас? Опять на OpenStreetMaps. Как его там? Фигня нарисована. Он меня предлагал вон там вести. А там территория предприятия. Фиг я там проеду. Придется 100 метров набирать. Ну или почти 100. Ну, 80, может. Эх, горы. Блин. Горы, конечно, красиво, но ездить через них такое себе удовольствие. Тут то вверх, то вниз дорожка. Уже немного спустился, но сейчас опять поднабрать придется. Только что это еще не совсем населенная местность. Ну так, деревня.
Надо хорошие тормоза. Если бы я задний обод не починил, чем бы я тормозил? Передним только. Передний хорошо, но надо два. Для надежности. Для эффективности. Списался с японским, ну как японским, японоязычным ютубером Роман. Он ездит на мотоцикле, снимает видосы по Японии, но японоязычный у него контент, к сожалению, или к счастью, кому как. Для меня, наверное, прикольнее японоязычный смотреть. Можно японский подучить. Тем более там все достаточно просто, и еще и с субтитрами. Да. Сидим тут на берегу какой-то речки. Мусор раскидали. Разбросали. Что мы разбросали? Мусор. Ну вот мы потом заберем. Там не думайте. Культурные гадины. Мы на камеру что заберем, а Это кому это надо тащить этот мусор? японский известный ютубер Роман, да, как он правильно? Роман-сан. Я написал Роман. Роман-сан. Ну, Ну, японцы говорят Роман-сан, да? Роман, да, говорят. Роман, ладно, уже там будем по-русски говорить, мы же русскоязычные. Снимает контент. Какой контент? На мотоцикле. Своеобразный. Своеобразный контент. Там всякое разное дорожное движение, дорожные ситуации прикольные, там с забавной озвучкой. Правда, все на японском, так что не все поймут, но кто поймет, тот молодец. Оно того стоит. Может, потом ссылкой поделюсь. Трафик у меня Если набьет. будет. Да, сразу набегут Сразу зрители. монетизация сразу пойдет. Всё Не выстрелит. не будем здесь больше на берегу Уже, мусор да, раскидывать. уже потом Будем как-то Роман из Окаямы, ну а по времени не получалось сегодня мне до Окаямы добраться, как он согласился подъехать навстречу. Мы сидим в городе Аку, как это называется город? Ака. Называй, как кто знает. Кстати, у Романа есть и русскоязычный канал тоже. Но, к сожалению, там не так много активности, как хотелось бы. Ну, я надеюсь, со временем чего-нибудь там поприбавится. Контент тоже достаточно интересный. Я бы посмотрел. Ну, она видео-то снимает. Ну, просто что на нем видно будет. Не знаю, ну так хотя бы это. Описывать. Просто, Вот что это она была рыба, прыгает. да? Да, видно, что она прыгает. Но она прям прыгает. Но она большая, крупная. Килограмма там по 2-3, наверное. Вон, я вижу, она плавает там. Только я просто непонятно это, что вообще за рыба. Карпы или эти какие-нибудь там еще толстолобики, кто они? Вон что тут творится. А это руины замка Ако. Замка самого, я так понимаю, там уже нет. А больше я про него ничего не знаю. Если узнаю, расскажу. Короче, Роман поехал домой, в Окаяму. На машине он приезжал. Ну, а я потихоньку тоже в сторону Окаямы, но на велосипеде. Кстати, тут что-то такое интересное. Дай-ка я пойду пофотографирую, пока никого нет. Велики, машины старые. Что тут вообще за лавка старьевщика? Как не посмотреть? Ух ты ж, нифига себе. Скотчик какой-нибудь, заведение. Короче, коллекционер всякого барахла. Во-во-во. Обалдеть. Там еще кто-то копошится. Мороженое старый какой-то японский.
Это тачка. Я не знаю, как называется. Это старые мопеды. Что тут только нет. Годзиллы. Еще непонятные Человеки-пауки. Ну, не совсем. Ух ты, блин. Старый велик. Всякая всячина. Эта машина какого века вообще? Subaru. На рулю написано. Так, а сюда что? Сюда можно заходить или сюда не надо заходить? Ну, я не буду сюда заходить, я не знаю, что тут. Ладно, все, поеду дальше. Скорость 43, 44. Так, нам налево, тормозим. А. А нам точно налево? То навигатор любит каким-то захолустьем водить. Мне кажется, что можно было и прямо ехать. Не, здесь правильно. Здесь надо налево. Поеду дорожкой вдоль моря. Дед сказал, что там ровно, плоско. Без подъемов. Проверим. Никто не ездит особо. И темнеет уже. В темноте скучно по берегу моря ехать. Ну, еще, наверное, не сильно стемнеет. Но опять на автомобильную выеду. И не знаю куда. А ну какая разница-то? Еда у меня с собой. Вода тоже есть. Палатку найду, где поставить. Еду и все. Вот хорошо. Обо всяких там планах, что надо к какому-то времени куда-то успеть. Ну, глобально-то надо, а вот прям сегодня не надо. Как получается, так и едешь. Так, что у нас там? Правее? Да, правее. Правильно говоришь. Так хорошо, и ветра уже нет, и жары нет. И дорога спокойная. Ну вот, я и выбрался к дорожке вдоль моря. Трафик здесь примерно нулевой. Все едут напрямик там через автомобильную дорогу, потому что там гор больше. Ну, пусть едут. Мне тут зато лучше. О, красота. Ну, дед, конечно, самую малость приврал, что тут все плоско. Но я надеюсь, что большую часть я уже поднялся. Больше меня по горам сегодня таскать не будут. По крайней мере, в этом месте. Темный лес. Плохо только что темно скоро станет. Но я его проеду через 15 минут. И выберусь опять на нормальную дорогу. Блин, опять вверх. Ладно. Надеюсь, недолго. Такие тут заброшки, развалины. Фух, ну я поднялся. Наверное, дальше спуск. Я надеюсь. Отключать пока не буду. Он еще ничего не даст. Фух. Поехали. Ой, сейчас холодно будет. Из-за того, что я потел, а теперь педали перестал крутить. И ветер. Ладно, недолго. Все, я выбрался в цивилизацию. Да, высота долго набирается и очень быстро сливается. Ямаха. Что за Ямаха?
Main Office, Hinase Marina, Kawasaki LTD, Yamaha. Ну, тут у них, я не знаю, что такое. Что-то парусное, какие-то яхты. Так, к вечеру я все-таки добрался до окраины Окаямы, где расположился с палаткой в спортивном парке на берегу реки 9:30 вечера. За день проехал 92 километра.